Добрый день, друзья. Ну что ж, 2 дня потерял на то, чтобы перестроить тут немножко в мастерской, потому что вообще некуда было ставить станки. Пока с этим тоже еще не закончил его ремонт, так что этот токарный пока тут стоит. И перенес ЧПУ сюда, рядом с принтером. Ну, конечно, они быстрее всего, что вместе не будут работать, потому что ЧПУ как-никак делает определенные вибрации, что, думаю, плохо скажется на 3D принтере. Ну, да пока тут стоит. Стоит вроде бы хорошо. Все, и, соответственно, освободился стол для работы того другого ЧПУ. Станок фрезерный я перенес вместо бывшего ЧПУ. То есть вот он стал очень хорошо тут. Вот так если взять. Даже вместился сверлильный станок рядом. Вот так, пускай будет там. Ну, в принципе, что я хотел сказать. Получил я определенные комплектующие к нему, которые ехали из Китая, и хочу сейчас с вами поделиться им. Ну, давайте в первую очередь получил вот такой вот. Я, честно говоря, уже и не помню, освещал я в другом видео или нет это все. Получил вот такую вот цангу, не цангу, а цанговый патрон на ER32, для того, чтобы можно было на токарном станке обработать шариково-винтовые пары, концы там. В принципе, как бы претензий нету, красиво так, все солидно выглядит. Ну, вот так вот. И когда был заказан этот патрон, соответственно, я заказал, и так как цанга мне нужна была только на 16, я думаю, дай-ка закажу. Вот тут был набор такой, 4, 6, 8, 10, там 12, 14, 16, 20. И было, соответственно, и нечетные, там 5, 6, 3. Ну, я думаю-то, зачем мне это? Не думал, что буду... Тогда у меня еще не было, скажем так, не было фрезерного станка. А теперь вот уже сижу и думаю, что, наверное, со временем надо будет докупить эти размеры. Но на данный момент как бы и так все, ну, скажем так, неплохо, можно работать. Тут все так цивильно, все запаковано, да, все красиво, так все смазочкой. И, соответственно, я заказал, уже потом, когда фрезерный станок появился, я заказал цанговый патрон вот под него. Вот такой, я уже цангу тут вставил на 8 внутри. Ну, такой вот, серьезно выглядит все. Я не знаю, в принципе, как работать будет, но посмотрим. Если я не ошибаюсь, это МТБ-3, что-то такое. Или 2, или 3, постоянно путаю между. Сейчас посмотрю, тут может быть написано. МТБ-3. Вот. И тут резьба на 12. В принципе, как бы купил на Амазоне вот ключ для него под ER32. Ложится как вкопанный. Все отлично. Так, ну ладно, давайте-ка сейчас я сниму патрон этот, который стоит у меня тут сверлильный, и поставим цанговый. Вот эту сталь я очень не люблю. Она такая, как сказать, вязкая, да, очень плохо обрабатывается. Всегда плохо обрабатывается. В принципе, что я хотел еще показать, я купил к нему набор электронных линеек. Да, сейчас вытащу одну, потому что все они одинаковые, только одна разница.
кстати, пришло упаковано вот такой вот. Сейчас попробую показать. Тут должно быть видно вот такой вот 3 линейки. Да, видите, упакованы так капитально в пенопласте. Все. И линейки не стояли вот так, а стояли прямо в коробочках, каждая своя. Ну, короче, скажем так, да, я думаю, что как-нибудь попытаюсь это установить. Ну, простенькие такие, да. Без батареек, кстати, не идут батарейки к ним. Вот, допустим, выставил. Соответственно, да, вот, передвигаешь, меняется. Ну, допустим, вот устанавливаем 0. Соответственно, сдвигаем. И вот, в принципе, эти фартуки, которые были здесь, я снял, потому что, ну, как-то никак не получается это установить. Я и так не знаю, как это все приставить здесь, поставить здесь, закрепить. Я даже не знаю, это все пластмассовое, да. То есть, как бы, есть вероятность того, что вдруг там даже та же стружка горячая. Ну, не знаю. Будем решать вопросы по ходу их возникновения. Но цена отделения у такой вот вещички 100, что вполне, в принципе, мне достаточно. Выглядит очень хорошо. Возьму замену вот этого. Сделаю блок побольше как-нибудь и расположу их. Напечатаю на принтере, да, какую-нибудь коробочку такую, чтобы расположить это все тут, чтобы было удобно, красивенько. Ну, по крайней мере, такие задумки. Ну вот, вроде бы как бы с освещением угадал и все, потому что, ну, плохо тут видно все. Ну что ж, так, давайте-ка попробуем сделаем один проходик тут сверху. Чтобы не мешало. Надеюсь, не перевернется. Ну что ж, вперед.
стружка даже не горячая, теплая такая. То есть хороший, так скажем, да, очень хороший хоббийный рез. Очень хорошо обработал поверхность. Это самая паршивая сталь, которую я сталкиваюсь постоянно. Вот. Если бы была сталь потверже, она бы, конечно, частота побольше. Но можно дать и обороты побольше, чтобы увеличить частоту. А вот для технических заданий, таких, да, вот где, ну, не требуется там прямо частота определенного типа, там, то как бы. Да я хочу сказать, что отлично. Что там греха таить. Обрабатывает металл только так. Да, дребезжит немножко, потому что стоит он на столе деревянном. У меня уже есть к нему, просто я еще не поставил, да, резиновая поверхность такая вот довольно-таки толстая, ну как толстая, то есть как бы такая плотная. Я думаю, это сыграет свою роль. Да, в принципе, как бы его главное закрепить, чтобы он никуда не убежал сам станок. А так что? Вот я не знаю, там на камеру постараюсь показать. Отлично все, что говорить. Все в одной плоскости, нету. Ну, есть тут, это не перехода, просто вот как бы так вот, где фреза встречается, да, вот. Ну, вообще идеально, я считаю. Для такого класса станка это идеально. Все, спасибо за внимание.